Многих учат быть добрыми и ставить желания других выше своих собственных. Но говорит ли кто-нибудь о том, что может случиться, если мы будем слишком заботливыми и добрыми? В мире полно добрых людей, которые отдают всем и тратят свои деньги и энергию, из-за чего страдают сами. Возможно, что чрезмерная доброта может даже поставить нашу жизнь под угрозу. Узнайте о неожиданных неприятностях, которые могут произойти с вами из-за вашей чрезмерной доброты. Сегодня я расскажу вам о 9 таких последствиях и дам 6 стоических советов, как перестать позволять людям пользоваться вами. Переходим к первому пункту. Первое. У вас будут нереалистичные ожидания от людей. Стоики говорят, что мы должны принимать вещи такими, какие они есть, и не зависеть от действий других людей в поисках счастья. Они утверждают, что если вы даете, не ожидая многого взамен, то избежите разочарований и выработаете эмоциональное отстранение, что приведет к душевному спокойствию. Быть полностью бескорыстным в своей щедрости сложно, потому что, отдавая все, мы ожидаем того же от других, когда нам понадобится помощь. Но если вы привыкли делать все за других, люди будут считать, что вы справитесь со всем, и с их проблемами, и со своими. Ведь если бы вы не могли позаботиться о себе, зачем бы вам брать на себя заботу о других? На самом деле ваши ожидания не оправдаются. Вместо благодарности вы почувствуете усталость, раздражение и разочарование. Однако, если посмотреть на это объективно, люди не подводят вас. Они просто делают то, что должны, а именно заботятся о своих делах. Разные вещи, такие как социальные нормы, личные желания, прошлый опыт и влияние СМИ, могут привести к завышенным ожиданиям. Часто это выражается в том, что мы предполагаем, будто другие будут вести себя так, как нам кажется правильным. Чтобы сохранить отношения здоровыми и избежать разочарований, важно осознавать, что люди не идеальны и не всегда будут соответствовать нашим стандартам. Будьте честны с окружающими, предъявляйте разумные требования и проявляйте понимание. Управление ожиданиями поможет вам общаться с людьми более спокойно, а ваши отношения станут крепче и долговечнее. Второе. Люди будут ждать от вас только выгоды. Стоики говорят, что истинная ценность заключается в том, чтобы делать правильные вещи, а не просто угождать другим. Умеренность в даянии поможет вам сохранять контроль над своими поступками и избегать вредных привычек, которые могут негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Люди – существа привычки. Наш организм привыкает к определенному ритму, образу жизни и разным обстоятельствам. Именно поэтому у нас есть зона комфорта. Если окружающие начнут получать выгоду от вашей доброты, то со временем они будут ожидать ее постоянно. Чем чаще вы помогаете, тем больше они будут воспринимать это как должное. Это приведет к тому, что они перестанут выполнять свои обязанности, зная, что вы все сделаете за них. Главная проблема в том, что вы перестанете ценить себя. А если вы не цените себя, не ждите, что кто-то посмотрит вам в глаза и скажет «заботься о себе больше». Тем более не ждите благодарности от тех, кому вы помогаете, ведь они привыкли жить по своим правилам, даже если это ведет их к проблемам. Многие считают, что окружающие хотят от них только выгоду, будь то подарок, услуга, уважение или признание. Однако стоит помнить, что стандарты у всех разные. Когда люди взаимодействуют, у некоторых могут быть ожидания, но это не означает, что все думают только о получении выгоды. Многие также испытывают радость, помогая другим, не требуя ничего взамен. Они дают, потому что заботятся о мире и хотят сделать его лучше. Хорошие отношения также строятся на взаимном уважении, понимании и равенстве. Это значит, что оба человека и дают, и получают в равной степени. Установление правил и честное общение также помогают управлять ожиданиями и делают разговоры более уважительными и полезными для всех. Перед тем, как закончить, важно помнить, что отношения между людьми – это не просто сделки.
Также полезно понимать, чего другие ждут от нас, и помогать им. Третье. Вас могут считать слабым и обращаться с вами соответствующе. Есть вероятность, что люди начнут считать вас слабым и относиться к вам соответственно. Стоическая философия призывает нас развивать внутреннюю силу и самодисциплину. Когда мы устанавливаем четкие границы и придерживаемся их, мы показываем другим, что уважаем свои обязанности и ценности. Это вызывает уважение, а не восприятие нас как слабого человека. Если вы всегда готовы помогать другим, вам может казаться, что вы создаете для себя авторитет в тех сферах, где вы взаимодействуете с людьми. Однако это может привести к обратному эффекту. Если границы не установлены, окружающие могут начать воспринимать вас как слабого или легко управляемого человека. Это может привести к тому, что они будут перекладывать на вас свои обязанности, зная, что вы вряд ли откажете, ведь вы всегда готовы помочь. Однако, как только вы начнете говорить «нет», люди могут впервые задуматься о том, чего раньше не замечали, а именно об уважении. Установление границ и умение говорить «нет», когда это необходимо, демонстрирует вашу искренность и приверженность своим приоритетам. Это помогает завоевать уважение окружающих. Поэтому важно быть честным с собой и говорить «нет», когда это необходимо. Здоровые отношения приносят поддержку, связь и чувство принадлежности. Важно, чтобы они были ценными для обеих сторон. В здоровых отношениях оба партнера вкладываются и поддерживают друг друга на равных, с уважением. Если вы слишком добры к своему партнеру, он может начать использовать вашу доброту. В таких отношениях важно, чтобы оба человека были готовы и давать, и получать поддержку честно. То, что вы мужчина, не означает, что вы должны выполнять все желания женщины. У каждого есть свои границы, и это касается обоих полов. Если вы слишком добры, все может превратиться в обязанность. Ваши слова могут звучать так, будто вы боитесь показаться слабым, и из-за этого столкнуться с плохим отношением к себе. Но не забывайте, что сила бывает разной. Открытость или просьба о помощи не делают вас слабым. На самом деле признать, что вам нужна помощь, и попросить ее – это тоже проявление силы. Работайте над уверенностью в себе и окружайте себя теми, кто вас ценит. Устанавливайте границы и заботьтесь о себе, чтобы избежать вреда. Просить помощь – это сила, а не слабость. Если с вами плохо обращаются, обсудите это с близкими или специалистами. Вы заслуживаете уважения и заботы. Четвертое. Вы рискуете стать зависимым. Стоическая теория подчеркивает умеренность и самоконтроль. Щедрость и дисциплина помогают нам избегать вредных привычек и поддерживать здоровые отношения с нашими поступками и выбором. Когда что-то становится частью повседневной жизни, потребность в этом может только расти, что делает зависимость от других очень легкой. Однажды кто-то из близких может заметить, что вы слишком сильно увлеклись чем-то, будь то еда, алкоголь или другие вещи. Помните, что люди, которые заботятся о вас, всегда желают вам лучшего, поэтому прислушивайтесь к их словам. Их беспокойство направлено на то, чтобы помочь вам избежать проблем и двигаться к улучшению, которого вы хотите. Многие хвалят стоицизм за его мудрость в жизни и силу перед лицом психологических трудностей. Однако важно сохранять баланс в любом философском или психологическом подходе. Стоицизм учит нас сосредотачиваться на том, что мы можем контролировать, принимать неизбежное и находить внутренний покой. Но есть риск уйти в это слишком глубоко и стать зависимым от стоицизма, как и от любого другого убеждения или теории. Вот несколько возможных рисков чрезмерного увлечения стоицизмом. Подавление эмоций. Стоицизм учит контролировать чувства, а не позволять им управлять поступками. Но если это заходит слишком далеко, человек может начать игнорировать свои эмоции вместо того, чтобы справляться с ними здоровым способом. Избегание уязвимости. Стоицизм подчеркивает самостоятельность и силу,
но это может привести к тому, что человек начнет избегать проявления слабости или отказа от помощи. Независимость важна, но близость с людьми и открытость тоже очень важны для психического здоровья. Чрезмерный контроль. Стоицизм учит сосредотачиваться на том, что мы можем контролировать. Однако это может сделать человека слишком жестким и вызвать тревогу, если что-то выходит из-под контроля. Игнорирование личностного роста. Стоицизм побуждает нас становиться лучше, но если человек слишком зациклен на том, чтобы выглядеть стойким, это может мешать его развитию. Жесткое отношение к себе может не позволять признавать ошибки, учиться на них и расти. Отказ от эмоций. Стоицизм пропагандирует рациональный образ жизни, что может привести к тому, что человек начнет отказываться от своих чувств. Ментальная сила важна, но чрезмерное подавление эмоций может сделать человека равнодушным к себе и окружающим. Чтобы избежать зависимости от стоицизма или любой другой философии, стоит оставаться гибким. Помните, что стоицизм – это инструмент, а не строгие правила. Не следуйте ему слепо, а адаптируйте его к своей жизни. Примите, что жизнь сложна, и не всегда можно все четко определить или контролировать. Учитесь справляться с неопределенностью с достоинством. Ищите баланс. Совмещайте стоические идеи с другими методами, полезными для психического здоровья, такими как осознанность, доброта к себе и поддержка окружающих. Постоянно оценивайте себя. Регулярно размышляйте о том, как стоицизм или любая другая теория влияет на ваши чувства, мысли и действия, чтобы сохранять здоровый взгляд на жизнь. Будьте готовы корректировать свое отношение, если это необходимо. Делайте то, что нужно, когда это требуется. 5. Ваши приоритеты будут разрушены. Одно из главных учений стоиков – это важность жизни по разумным и нравственным принципам. Установление границ и обязанностей необходимо, чтобы сохранить баланс и не жертвовать своей подлинностью и благополучием ради других людей. Если вы отдаете все свое время на нужды окружающих, вы рискуете столкнуться с неудобствами и истощением. Если вы стремитесь к счастью и гармонии, подумайте о том, как вы себя чувствуете, когда проводите выходные в одиночестве или приходите домой, где вас никто не ждет. Чтобы почувствовать себя полноценным, сначала позаботьтесь о себе, прежде чем утешать других. Вы должны ощущать удовлетворенность и заботу. Другими словами, не раздавайте шоколад другим, пока сами не насладитесь им. И помните, это не эгоизм. Также не предлагайте помочь друзьям убрать их дома, пока не привели в порядок свой собственный. Посмотрите фильм, выпейте бокал вина. Позаботьтесь о себе, а потом уже дарите любовь окружающим. Кажется, что вы раздражены или расстроены тем, что ваши цели не учитываются или затмеваются другими проблемами. Важно разобраться с этими мыслями и проблемами, которые за ними скрываются. Вы можете предпринять следующие шаги. Самоанализ. Найдите время, чтобы понять, что для вас действительно важно и почему. Подумайте, соответствуют ли ваши приоритеты вашим долгосрочным целям и ценностям. Коммуникация. Четко и прямо объясняйте окружающим, что для вас важно. Расскажите, почему ваши ценности значимы и как они вписываются в общую картину. Переговоры. Когда цели не совпадают, важно искать компромисс. Рассмотрите разные способы удовлетворить потребности всех сторон. Установление границ. Чтобы защитить свои приоритеты, нужно уметь говорить «нет» и передавать другим дела, которые для вас не важны. Гибкость. Следование своим ценностям важно, но будьте готовы к их корректировке, если обстоятельства изменятся или появятся веские причины для этого. Поиск поддержки. Если вам трудно ставить цели или вы чувствуете себя перегруженным, не бойтесь обратиться за советом к надежным друзьям, коллегам или наставникам, которые могут предложить свежий взгляд на ситуацию. 6. Устанавливайте здоровые границы, чтобы защитить свое благополучие.
Представьте, что у вас есть забор вокруг двора. Он защищает ваши самые ценные цветы, зеленый газон и пространство, которое приносит вам покой. Установление здоровых границ в личной жизни и карьере – это как возведение такого забора вокруг вашего психологического, физического и эмоционального состояния. Границы важны, потому что они определяют, что вы готовы принять, а что нет. Они показывают, где заканчиваетесь вы и начинаются другие люди. Построение здоровых границ – это способ защитить свой разум, эмоции и физическое состояние. Четкие границы помогают избежать переутомления и снижают вероятность того, что вами будут пользоваться. Как уже говорилось в этом видео, одна из главных причин защищать свое время и энергию – это сохранение ваших целей и жизненных сил. Баланс – это путь, а не конечная точка. Отсутствие границ может привести к стрессу, перегрузке и чувству, что вы распыляетесь на слишком много задач. Это может сделать ваш график чрезмерно насыщенным, оставить вас без времени на заботу о себе и в итоге негативно повлиять на ваше психологическое состояние. Сохранение целостности и установление здоровых границ. Важно не только установить границы, но и придерживаться их, чтобы сохранить свое здоровье и строить хорошие отношения. Вот несколько советов, которые помогут вам определить и защитить свои границы. Осознавайте себя. Понимание своих желаний, ценностей и ограничений поможет вам заметить, когда кто-то их нарушает. Говорите прямо. Четко и вежливо обозначайте свои границы. Не обвиняйте и не критикуйте других, а используйте «я» утверждения, чтобы выразить свои чувства и потребности. Будьте уверены. Не бойтесь отстаивать свои границы, даже если сначала это вызывает неприятные чувства. Помните, что забота о своем здоровье – это нормально. Учитесь говорить «нет». Не чувствуйте себе зобов'язаністю погоджуватися на кожну прохання. Говорить «нет» – это не эгоизм, а способ уважать свои границы и потребности. Устанавливайте правила. Определите, сколько личного времени, пространства и энергии вы готовы уделять другим, и донесите эти правила до окружающих. Обращайте внимание на тревожные сигналы. Замечайте людей и ситуации, которые регулярно нарушают ваши границы или заставляют вас чувствовать себя плохо. Доверьтесь своему внутреннему чувству и принимайте меры для своей защиты. Ищите поддержку. Окружите себя друзьями, близкими или специалистами, которые помогут вам укрепить границы и поддержат вас в этом. Заботьтесь о себе. Найдите время для занятий, которые улучшают ваше физическое, социальное и эмоциональное состояние. Саморазвитие и забота о себе помогут вам проще устанавливать и придерживаться здоровых границ. Помните, что процесс установления границ требует времени, и на пути могут встречаться трудности. Не отказывайтесь от своих потребностей и благополучия. Дайте себе возможность учиться и развиваться. 7. Окружен многими, но поддерживаем лишь теми, кому это выгодно. Стоическая философия учит нас ценить мудрость и осознанность при выборе, кому помогать. Благодаря самодисциплине и объективности мы можем отличить искренних людей от тех, кто просто хочет воспользоваться нами, и тем самым избежать бесполезных трат энергии. Если вдруг вы оказываетесь в одиночестве, люди, которые раньше называли вас другом, могут начать избегать вас в радостные моменты и обращаться только тогда, когда им что-то нужно. С точки зрения реализма, в этом нет ничего удивительного. Обычно люди не приглашают коллег или подчиненных на дружеские встречи, не говоря уже о совместном отдыхе. Хотя это может быть объяснимо, справедливым это бывает не всегда. Поэтому важно научиться избегать манипуляций со стороны окружающих. Вскоре мы поделимся стратегиями, которые помогут вам привлекать в свою жизнь тех, кто готов не только брать, но и отдавать. Стоическая философия помогает строить искренние и взаимовыгодные отношения. Те, кто проходят через нашу жизнь, зачастую притягиваются к той энергии, которую мы излучаем. Другими словами, если мы полны негатива,
Мы привлекаем пессимистов, людей, разочаровавшихся в жизни, и тех, кто не испытывает добрых чувств ни к себе, ни к окружающим. С другой стороны, когда наш дух наполнен позитивом, мы притягиваем добрых, щедрых, целеустремленных и счастливых людей. Когда мы отдаем, не ожидая ничего взамен, мы тратим слишком много энергии, что снижает наш уровень внутренней силы. Это делает нас более уязвимыми для людей, которым что-то нужно, или для ситуаций, где нас могут использовать. Чаще всего это происходит, когда люди, не собираясь что-либо отдавать взамен, приходят только за тем, чтобы воспользоваться вашей энергией. Обычно такие люди находятся рядом с теми, кто переживает трудные времена. Однако помощь, которую они предлагают, чаще всего не является искренней. Их мотивы могут быть эгоистичными. Это особенно заметно в политике, бизнесе и личных отношениях. В политике, например, у политика может быть множество сторонников, но если взглянуть глубже, окажется, что большинство из них поддерживают его только потому, что надеются получить личную выгоду. В бизнесе предприниматель может иметь много связей, но когда ему действительно нужна помощь, он чаще всего получает ее от тех, кто видит в этом возможность для собственной выгоды или карьерного роста. В личной жизни человек может иметь много друзей и знакомых, но лишь те, кто остается рядом в трудные времена, действительно заботятся о нем. Этот принцип учит нас различать настоящую поддержку и помощь, за которой скрывается корысть. Стоит проявлять осторожность и мудрость, чтобы понимать, почему кто-то хочет вам помочь. 8. Вы можете попасть в зависимость. Стоический философ Фарс Опас говорил о важности баланса и самоконтроля. Умение быть щедрым, но при этом сохранять дисциплину, помогает нам не попадать в ловушку зависимости и сохранять здоровые отношения со своими решениями и поступками. Когда нехватка чего-то становится частью повседневной жизни, желание получить больше усиливается. Это создает идеальные условия для возникновения зависимости. Однажды кто-то из ваших близких может заметить, что вы слишком много пьете, едите или играете в азартные игры. Прислушайтесь к словам тех, кто заботится о вас, даже если ваша первая реакция – это раздражение или отрицание проблемы. Такой ответ характерен для тех, кто настолько погружен в свои трудности, что не может увидеть их масштаба. Помните, люди, которые вас любят, желают вам только лучшего. Да, зависимость – это серьезная проблема, которая может затронуть любого, независимо от возраста, происхождения или обстоятельств. Она может развиваться как из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками, так и из-за привычек, таких как азартные игры, компьютерные игры или чрезмерное время в интернете. На развитие зависимости влияют биологические, социальные и окружающие факторы. У одних людей может быть предрасположенность к зависимости на генетическом уровне, другие же могут обращаться к вредным привычкам, чтобы справиться со стрессом, психологическими трудностями или травмами. Обращение за помощью к специалисту или группе поддержки играет важную роль в борьбе с зависимостью. Лечение может включать терапию, медикаментозную помощь, участие в группах поддержки или их сочетание. Чем раньше начнется работа над проблемой, тем выше вероятность выздоровления. 9. Вы можете вызвать подозрения. Стоическая философия учит нас вести себя достойно, независимо от того, как нас воспринимают окружающие. Придерживаясь стоических принципов и ценностей, мы создаем репутацию, которая выдерживает любые необоснованные сомнения. Хотя мы стремимся к лучшему миру, факт остается фактом. Лишь немногие люди обладают искренним стремлением к добру. Поэтому, если вы ведете себя бескорыстно, это может вызывать не благодарность, а подозрение. Часто люди начинают сомневаться в ваших намерениях, если вы проявляете щедрость. Они могут задаваться вопросами, что стоит за вашими поступками, есть ли у вас скрытые мотивы. Это не значит, что перед вами плохие люди.
Просто большинство тех, кто проявляет чрезмерную щедрость, на самом деле преследуют свои цели. Чтобы защитить себя, лучше избегать тех, кто пытается манипулировать вашими благими намерениями. Поэтому в любом деле, к которому вы стремитесь в жизни, старайтесь полагаться на себя, независимо от того, сколько времени это займет. Всегда наблюдайте, кто искренне желает вам добра, ведь именно этот человек может открыть перед вами новые возможности. Не ожидайте, что за любое ваше действие вы получите что-то взамен, так же, как и не стоит помогать другим, ожидая благодарности. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда другие пытаются воспользоваться нами. Это может происходить в разных сферах, от личных отношений до работы и общения в обществе. Чтобы защитить себя и сохранить баланс в жизни, важно понимать и применять правильные стратегии, которые помогут вам и принесут пользу окружающим. Присоединяйтесь к нам, чтобы получить и внедрить эти знания, развивая уверенность в себе и мудрость в повседневной жизни. Стратегия первая. Внимательно относитесь к своим эмоциям. Первый шаг основан на стоическом принципе самосознания. Осознание своих эмоций и настроения – важная часть стоицизма. Самоанализ помогает понять свои реакции и потребности. Прислушиваясь к своим чувствам, вы можете определить, не слишком ли сильно вовлекаетесь в ситуации, вызывающие эмоциональное напряжение. Это поможет вам лучше управлять своим вниманием и находить внутренний баланс. Размышляйте о своих чувствах, когда проявляете заботу о себе, помогаете другим или ставите свои потребности на первое место. Это так же важно, как и забота о других, и должно вызывать у вас положительные эмоции. Если вы чувствуете сильное давление, усталость, раздражение или ощущение, что вас используют, стоит сделать паузу и осознанно прислушаться к своим эмоциям. Когда вы испытываете необоснованное беспокойство, важно признать и разобраться в этих чувствах, поскольку они являются важным сигналом о вашем психологическом состоянии. Стратегия вторая. Победите страх отказывать. Слово «нет» играет важную роль в жизни, поскольку помогает устанавливать границы и избегать ситуаций, которые отнимают вашу энергию. Произнося «нет», вы демонстрируете свои ценности и отказываетесь подчиняться чужим ожиданиям. Напротив, если соглашаться со всем подряд, это может привести к стрессу и выгоранию. Эта стратегия соответствует учению стоицизма и заключается в осознании ценности своего времени и энергии, а также в их разумном распределении. Говорить «нет» в ситуациях, когда вы чувствуете себя перегруженными или когда просьбы несправедливы, это способ практиковать самоконтроль. Хотя для многих это непросто, слово «нет» часто воспринимается как что-то негативное. Важно преодолеть страх его использования в определенные моменты жизни. Если этого не сделать, в вашу жизнь может проникнуть негатив. Когда кто-то просит от вас больше, чем вы можете дать, важно научиться отказывать. Можно даже потренироваться перед зеркалом, убеждая себя, что это единственный способ вернуть свободу и избежать ненужных рисков. Каждая ситуация индивидуальна, и эти тактики помогут вам установить более здоровый баланс в отношениях и защитить свое внутреннее состояние. Часто ли вы используете слово «нет»? Поделитесь своим мнением или расскажите о случае, когда отказ пошел вам на пользу, в комментариях к этому видео. Стратегия третья. Выделяйте время и пространство для себя. Эта стратегия основана на стоических принципах самодисциплины и самоуважения. Они являются важной частью вашей жизни. Выделение времени и пространства для заботы о себе чрезвычайно важно. Если вам действительно нравится какое-то занятие, будь то спорт, рисование, музыка, хобби или что-то, что приносит радость, постарайтесь завершить свои основные дела как можно раньше, чтобы у вас осталось время на эти занятия. Это должно быть частью вашего расписания. Планирование времени для таких дел на каждый день и каждую неделю
имеет большое значение. Если в этот период вам поступает просьба о сотрудничестве, важно понимать, что люди могут руководствоваться своими убеждениями и соглашаться помогать только ради своей выгоды, а не ради вас. Поэтому не пытайтесь контролировать ситуацию, а просто наслаждайтесь своим временем без чувства вины. Также важно избегать нечестных способов получения преимуществ. Если вы не слишком заняты, можете предложить помощь в другой момент, но помните, что у вас тоже есть свои дела. Это станет важной стратегией в вашей жизни. Стратегия 4. Развивайте привычку благодарности. Практика благодарности не только приносит пользу душе, но и помогает создать более радостное и вдохновляющее состояние. Уделяя время тому, чтобы осознавать, за что вы благодарны, вы можете изменить свое мышление и эмоциональное состояние. Этот метод помогает сосредотачиваться на хорошем и формировать более позитивный настрой. Один из эффективных способов развить благодарность – вести дневник, куда можно записывать свои мысли, эмоции, важные события и моменты, за которые вы благодарны. Такая практика не только помогает вспомнить ценные моменты жизни, но и способствует самопониманию и осознанию своих целей. Если регулярно фиксировать счастливые и благодарные мысли, постепенно в сознании будет оставаться все меньше места для тревог и негативных идей, что приведет к большей уверенности в себе. Чтобы настроиться на позитив и быть открытым для новых возможностей, рекомендуется каждый день записывать то, за что вы благодарны. Это должно стать важной частью вашей стратегии в жизни. Такая практика поможет вам сохранять мотивацию и поддерживать позитивное отношение к жизни. Стратегия 5. Ставьте конкретные цели и составляйте план действий. Определите четкие цели и разработайте стратегии для их достижения. Это поможет вам обрести ясность и направление в жизни. Постановка достижимых задач позволит вам двигаться к своим мечтам и амбициям. Помните, что прогресс идет постепенно, поэтому радуйтесь каждому шагу на пути к своим целям. Кроме перечисленных стратегий, есть и дополнительные методы, которые могут улучшить качество вашей жизни, духовное развитие и профессиональный рост. Стратегия 6. Определяйте энергетических вампиров и создавайте от них дистанцию. Эта стратегия связана с принципами самоконтроля и осознания себя. Важно понимать, какие отношения идут вам на пользу, а какие только отнимают энергию. Старайтесь держаться подальше от людей, которые постоянно нагружают вас своими проблемами, но ничего не дают взамен. Спокойствие в жизни очень важно, так как именно оно помогает достигать целей. Если же его нет, это может мешать вам или даже тянуть вниз. Попытки помочь человеку, который только истощает вас, могут оказаться бесполезными. Некоторые люди постоянно жалуются, но не хотят решать свои проблемы, потому что это потребовало бы от них усилий, к которым они не готовы. Стоицизм учит нас сохранять баланс во всем, в том числе и в щедрости. Излишняя отдача может выглядеть как эгоизм, но чрезмерная жертвенность способна истощить вас морально, физически и финансово. Важно помнить, что финансовая нестабильность опасна, поэтому необходимо находить баланс между заботой о других и заботой о себе. Если вы сомневаетесь, стоит ли что-то делать, просто вспомните силу слова «нет». Я искренне надеюсь, что эти советы были полезны для вас. Ваша поддержка очень важна для этого YouTube-канала. Если это видео заставило вас задуматься или дало новые идеи, пожалуйста, поставьте лайк. Это поможет другим людям узнать больше о стоической философии. Если вы еще не подписались, сделайте это сейчас и оставьте комментарий. Спасибо, что посмотрели это видео. До встречи в следующих выпусках.